Сегодня мы посмотрим, что из себя представляет Мар-дель-Плата. Посетим основные достопримечательности города, пляжи, пройдемся по длинному пирсу, в сильный ветер и дождь, встретим морских львов, расскажем, где вкусно и недорого поесть морепродукты, поиграем в казино и даже возьмем интервью у динозавра, а также культурно проведем время. Поехали! Вторая часть нашего путешествия начинается с автобусной остановки, где мы ждем автобус, чтобы доехать до центра. Если вы вдруг пропустили первую часть, то советую посмотреть сначала ее. Там мы делимся впечатлениями, советами, а также отдыхаем от суеты города в провинции Мар-дель-Плата. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если вам нравится то, что мы делаем, а мы отправляемся в центр Мар-дель-Платы. Ребята, всем доброе утро! Мы уехали из нашего поселка, из дачного поселения, я бы сказала, крутого дачного поселения. И нам нужно будет переехать в другие апартаменты до воскресенья, в общем-то, еще на 4 дня. Но заселение будет 3 часа, и нам нужно где-то скоротать время. И мы решили приехать в порт. Во-первых, здесь очень много кафешек, рыбы, кальмара, не знаю, всех морепродуктов, которые можно попробовать. Но мы здесь не за этим. Но мы здесь, да, все правильно, мы здесь не за этим. Мы не хотим кушать этих прекрасных морских животных. Мы хотим посмотреть на них. Воняет! Каким-то зоомагазином пахнет, надо сказать. Мы приехали посмотреть на морских львов. Порт – не самое туристическое место в Мар-дель-Плате, но очень значимое. Данный порт – один из крупнейших рыболовецких портов на берегу Атлантического океана. Здесь расположены кафе и магазины, где можно приобрести практически любой вид рыбы – кальмаров, крабов, мидии, осьминоги и все свежее. Местные часто приезжают сюда, чтобы купить морепродукты, потому что цена в центре города значительно отличается. Сидеть на улице в такую погоду и кушать не очень комфортно, но плюс запах. Мы впервые услышали запах морских львов. Если кто не знает, как пахнут морские львы, то это яркий запах зоомагазина плюс рыбы. Запах настолько яркий, что нужно довольно далеко отойти, чтобы его не чувствовать. Но львы нас покорили. Было приятно наблюдать за ними в естественной среде. Вчера было 30 градусов, сегодня 22 и очень холодно. Мы надели все самое теплое. Блин, ребята, кадр будет немного кривой, потому что песок с ветром прям в глаза. А пока вы смотрите, как мы ветер с песком, с ветром и с песком вместе идем к океану, к берегу, чтобы показать вам. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий. И не забудьте подписаться на наш канал, ведь это не последнее наше путешествие по Аргентине. Так, ребят, мы сейчас, пока не так ветрено, скажу, чтобы убедиться, что точно слышно. Мы сейчас пойдем на... Как это называется штука? Слушай, это был пирс, не пирс. Пирс, похоже, да? На пирс, в общем, где этот находится? Маяк. И там, возможно, будет очень ветрено и ничего не слышно. Поэтому, дабы потом не переживать, что нас не слышно, мы просто покажем красивые кадры. Надеюсь, они там будут. Идти до туда полчаса. Представляете? Пожелайте нам удачи. Не знаю, лучше ли это было решение дойти до самого конца, но тогда мы об этом не думали. Есть цель, мы к ней шли. Почему мы потом об этом пожалеем, смотрите дальше в ролике. Ну а мы встретили более раскрепощенных морских львов, которые устроили настоящие разборки.
Люди вокруг были одеты, будто на улице штиль и солнце. Мы же замерзли невероятно сильно. На пирсе мраморный памятник человеку моря. Небольшая возвышенность с редкими лавочками, но с обзором на 360. Волны из-за сильного ветра разбивались о скалы и обрызгивали нас. 10 минут на пирсе, и мы пошли обратно. Ребята, всем добрый вечер. У нас очень быстро стемнело. Сразу же заселились, попили чай и отдыхали. Сейчас мы встали для того, чтобы пойти покушать. Сейчас буквально 10 секунд, и я смогу показать вам нашу квартирку. Сейчас погода ухудшилась. Это 17 градусов, холодно, ветер. Завтра будет еще сильнее ветер. Возможно, дождь. Но мы не унываем и все равно все посмотрим. То есть, куда деваться? У нас небольшая студия. Мы подумали, что нам больше и не нужно. Вот тут я сидела. Вот тут вход. Здесь туалет. Обычный душ. Кухонка. Совсем необходимо. Это второй этаж у нас. Вида особого нет. Нам еще дали бесплатные чипсы, 2 пачки мы уже съели. Здесь есть кофе, чай. У нас осталось много мяса. Мы его на завтрак поели. Мы еще сделали бутерброды с собой. И здесь мы тоже поели бутерброды с мясом и с колбасками. То есть у нас довольно много мяса и хлеба в рационе в Mar-del-Plate. Сейчас нужно что-нибудь легкое покушать на ужин. И завтра уже точно с новыми силами мы сможем и утепленными сможем гулять по Mar-del-Plate, но ветер будет завтра очень сильный. Но я, конечно же, попытаюсь вам все рассказать через вот этот вот прекрасный микрофон. Но оставайтесь с нами. Не забывайте лайк, не забывайте подписку. Ну и написать комментарий. А какие достопримечательности в Mar-del-Plate посоветовали бы вы? Куда нам нужно сходить в первую очередь? Так, ну что, пришло то время, когда мы впервые пробуем субмарина в кафе. Нам принесли молоко и дали вот такую шоколадку. Ну, я так понимаю, что шоколадку нужно бросать туда, она должна таять. Шоколадка выглядит вот так вот. Она как субмарина сама? А? Она как субмаринованная была. Да, кстати, вот так, да? Вот так. Да. Обалдеть. Очень круто. Плюх. Вот так кидаем. Берем ложку. Начинаем мешать. Но в России я такого не припомню. Есть какао, а тут прям шоколад в молоко. Интересно. Реально похоже на какао просто обычный, знаешь, вот дешевый, который. Может, это типа вот такая вот шоколадка просто. Ну, не такой прям супер вкусный шоколад. Но он горький, а я люблю молочное. Поэтому для меня Nesquik и какао было бы вкуснее. Но если сюда сахар добавить, в принципе, неплохо. Так, салат был неплохой, и один, и второй. Вот, вкусненько, положили довольно много, можно им наесться. А субмарина я распробовала. Он стал немного потемнее. Вот, расплавился шоколад, я туда добавила еще немного сахара. Хорошо такое. Вечерочком пьешь, на улице холодно. В общем-то, ребята, салат был очень вкусный, и мы тут что заметили? Что нам принесли салат вот в таких вот железных тарелках с ложками. Но тарелки стояли на вот таких красивых керамических тарелках. Также мы заметили, что нам принесли приборы. Вот такие. И нам сейчас, Алене, тоже так кажется, что идея была в том, что мы возьмем салат, переложим его в тарелку, возьмем приборы и поедим ими. Но мы, как животные, просто поели из мисок ложкой. Вот. Не судите нас строго, мы не сориентировались и были очень голодными. Скажи, мы еще стучали этими ложками. Мы еще стучали по тарелкам, да, этими ложками. После ужина мы отправились к католической церкви, но мы вернемся к ней днем, чтобы зайти внутрь. Прошлись по ярмарке, где, как всегда, много изделий ручной работы.
а также прогулялись по туристической пешеходной улице с различными магазинами и кафе. Друзья, ну что, доброе утро! Мы сейчас идем на завтрак, и сегодня у нас из целей это посмотреть все достопримечательности вокруг, сходить на набережную, ну и отдохнуть. Завтраки в Аргентине прекрасны. В каждом городе, где мы путешествовали, мы в этом убеждались. Разнообразный выбор завтраков – лайк. Мар-дель-Плата – это не только самый известный курорт Аргентины, но и город с интересным архитектурным наследием. Его облик формировался на стыке традиционных аргентинских мотивов и европейских стилей, особенно французского и испанского. Массивные фасады из камня, симметрия и строгие линии создают впечатление монументальности и напоминают об архитектуре французских курортов. А мы продолжаем наши прогулки по Мар-дель-Плате. И вот мы дошли до местной достопримечательности башня. Что-то связанное с водой. Точнее сказать не могу, потому что не загуглили. Вот. Обычно как-то мы после читаем. Поэтому просто можем сказать, что это что-то связанное с водой. И это красивая башня. Очень старая, судя по всему. В 1911 году в Мар-дель-Плате построили первую водонапорную башню, чтобы обеспечить водой престижный район Стэша-Марис. Вход стоит 2000 песо, но наличными здесь не принимают. После нескольких попыток оплатить иностранной картой нас пустили бесплатно. В 1943 году появилось новое, более красивое здание, которое в 2013 году стало национальным историческим памятником. Но сейчас здесь находится смотровая площадка, где можно полюбоваться городом с разных сторон. Мы немного прошлись по Мар-дель-Плате, и такое ощущение, что мы находимся в каменном веке. В каменном веке, потому что здесь все практически дома, но большинство домов сделаны из камня, как вот этот дом. И очень много малоэтажной застройки, такие маленькие, миленькие домики с черепичными крышами. Как будто не из этого века, не знаю, они не современные, но это так круто и красиво смотрится. Вообще хотелось бы сказать про запах, который отличается от запаха в Буэнос-Айресе. Здесь не пахнет, как бы так мягче сказать, собачьими экскрементами и мочой. И ты идешь, ты не боишься наступить. Мы, наверное, один раз только встретили какашки собачьи. В остальном чистые улицы. А мусорки, боже, это отдельное вообще наслаждение, что нет больших мусорок, которые воняют. Здесь есть маленькие вот такие вот. Давайте пройдемте сюда, покажу вам, какие они. Маленькие мусорки, такие же мусорки были в Мендосе, но здесь, конечно, бардак. Они обычно заполняются именно только в пакете. И так нравится дышать этим воздухом. А мы идем к океану. Так, вроде сегодня 27 градусов, но, если честно, не очень похоже. Чем ближе к океану, тем холоднее. Логично, да? Ветер дует, волны огромные, зато вид какой красивый. О, пальмы, здания. Смотреть на океан каждый день кажется неплохой затеей, ведь портовый значимый город в Аргентине этим и славится. Каждый день кто-то купается, серфит. Сейчас, кстати, самая приятная температура воды для этого. Нам очень понравилась пешеходная набережная, которая находится на пригорке. С нее открывается масштабный вид на океан. Давайте наслаждаться вместе. Это здание в готическом стиле было построено в 1904 году. В начале 20 века здесь отдыхал высший класс общества. Так, ладно, мы нашли более новый район, где есть высокие здания. Наверное, все-таки центр, там определенная архитектура, которую нужно сохранить. А уже более новый район с высокоэтажными зданиями, разными красивыми
По крайней мере, издалека так кажется. Пляж, океан и на фоне большой город. Ну, чем вам не Америка, пожалуйста? Люди, которые говорят, что тут Анапа, вообще были в Анапе? Да. Не похоже. Бытует такое мнение, что многие русскоязычные говорят о том, что Mar-дель-Плата похожа на Анапу. Но вообще нет. Типа не Анапа, даже не Сочи. Ну, не, я не была в Сочи, я была в Анапе. Ну-ка, скажи. Я был в Сочи, Сочи тоже не похож. Похож на какой-нибудь американский городок, просто с океаном, высокой застройкой, высокоэтажной застройкой. Вот мы нахваливаем, как тут хорошо, ветерок, воздух. Но зимой, наверное, здесь прохладно. И температура явно опускается ниже, чем в Буэнос-Айресе. До прихода испанцев земли Mar-дель-Платы населяли северные туэльчи. В XIX веке здесь появилась ферма по засолке мяса, которую позже купил Патрисио Перальта Рамос и основал город. В первой половине XX века город активно развивался, и особое влияние на его архитектуру оказал Алехандро Бустильо, один из главных аргентинских зодчих того времени. Именно он разработал проект Гранд-отелей Провинсиаль и Казино Сентраль. Вы его видите сейчас на экране. Казино Сентраль, куда мы с вами и отправляемся, является самым важным и известным казино в Mar-дель-Плата. Внутри высокие потолки, расписные стены. Если коротко, выглядит все дорого и богато. Большой зал с игровыми автоматами и рулетка. Ты хотел бы? Да, можно. Ну, в автомат, да, какой-нибудь? Мы впервые в жизни захотели попробовать поиграть в автоматы, но напоминаем, что азартные игры – это плохо. Микрофон включен. Ну что, ребята, вот мы вышли из казино, оказалось, что там нельзя снимать было. Но мы чуть подсняли специально для вас. Мы не до конца поняли, как в это играть, но выиграли 3000 песо. На 3000 песо в плюсе мы. Стало быть, покушаем сегодня эмпанады или что-нибудь такое. Что-нибудь вкусненького прикупим. Азартные игры – это просто игры, помните об этом. Не рассчитывайте на это как на заработок. Я потратил на игру 2000 песо. 2 раза, то есть по 1000 песо грузил. И выиграл 7000 с чем-то песо. Алена тоже 2000 песо использовала, выиграла 21 песо. Так, ребята, у нас тут тортики, которые мы купили. И Алена вроде как обещала их показать. Это Дульче де Лечи целая здоровая. Да, сверху. Угу. Это русский имперский торт какой-то, как-то так он называется. И вот такой тортик. С рикотта. Так, ребят, у нас за последние дни произошло событие, мы сгорели очень сильно, поэтому очень часто мы себя чувствуем неважно и большое количество времени проводим в отеле. Вот, у меня сгорели плечи и нога, хотя мы постоянно практически находились в тени и старались не сидеть на солнце, потому что мы не любители загорать, но мы не взяли SPF крем, потому что Mar-дель-Плата солнце не обещало. Но вот за один день, когда у меня был день рождения, мы обгорели. Также немного заболело горло и пьем чаи, воду, но все равно гулять мы можем. То есть по ролику вы не сможете сказать, что мы болеем. А сейчас я покажу, как обгорел Егор. Может быть, даже будет вставка, где он был еще белый в бассейне, а сейчас он красный. На ужин мы решили попробовать морепродукты в ресторане, название которого вы уже увидели. Мы взяли бутылку красного вина, нам принесли вкусную закуску и 2 блюда с морепродуктами. Блюдо, которое у меня, оказалось невероятно вкусным, даже неожиданно. Жаль, что не запомнила название, но точно рекомендую попробовать. Ужин из 2 блюд и бутылка вина обошелся нам в $40. На следующий день мы дошли до собора. История данного храма началась с конца 19 века, когда Mar-дель-Плата стала главным курортом Аргентины, и группа влиятельных женщин добилась строительства нового храма. В 1924 году храм стал малой базиликой. Позже, в 1957 году, он был возведен в ранг кафедрального собора. По уже знакомой пешеходной улице мы направляемся к одному из центральных пляжей. Людей на пляже довольно много, но так как мы приболели и сгорели, купаться желания не было, а посмотреть на океан было. Уже пятница, это значит, мы уже 5-й день в Mar-дель-Плате или ее окрестностях. И сегодняшний день у нас посвящен отдыху. Мы сегодня сходили, позавтракали, прогулялись и к вечеру решили окультуриться.
Сегодня идем в два музея. Первый музей называется Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Escagilla. Там вроде можно посмотреть на кости динозавров и много всего интересного. Вы это увидите дальше. Второй музей, в который мы пойдем, это музей современного искусства. Museo Provincial de Arte Contemporáneo. Вот. В общем, должно быть интересно. Пойдемте смотреть. Тут есть карта обитания динозавров в Южной Америке, конкретно в Аргентине, да? И вот тут, где мы примерно, обитал вот такой вот динозавр, например. Ну и непосредственно после этого мы возьмем интервью у очевидца тех событий. Скажите, каково жилось динозаврам в Аргентине? Говорит, Аргентина прекрасная страна, и динозавру тут было жить просто отлично. Как вам в целом эмпанадосы? Что скажете, вам нравится Париша и конкретно что-то асада? Асада, вы любите асада? А что вы пили, воду из ручья или матте? Спасибо за интервью. Мы пойдем в следующий зал. Аргентина чудесная страна, даже динозаврам тут очень нравилось. Так, ну что, мы переместились в морской зал, и здесь у нас представлены экспонаты, которые находились, жили или живут сейчас в Атлантическом океане, наверное. Тут звезды, да, ракушки, это все мы знаем. Крабик, вот это тоже краб, да? Ну, атлантический, может, наверное, не знаю. Тут съемка видео запрещена. О, Господи, нифига она. Цели музея включают сохранение природного наследия, проведение научных исследований, популяризацию науки и просвещение общественности посредством выставок, представляющих естественную историю региона. Мы промокли. Просто поверьте нам, что мы промокли. Начался дождь, но мы успели дойти. Ну как успели? За 10 минут до начался дождь. И пришли на выставку. Она бесплатна. Ловите лайфхак. Здесь практически все бесплатно. Мне кажется, молодые художники какие-то современные показывают свои инсталляции. Музей современного искусства, а именно эта выставка, поднимает важные вопросы о сохранении природы, влиянии современных решений на качество жизни человека и напоминает, что все в наших руках. Пока мы ходили по выставке, дождь усилился. Сегодня первый день, когда пошел дождь. По прогнозу дождь должен был быть каждый день. Потому что в Мар-дель-Плата хочет нас встретить дождем. Главный зонт, главный зонт мы взяли. В ближайшие 2 дня должен идти дождь. Завтра обещают дождь. Возможно, дождь. И вот в единственный день, когда мы оказались далеко от дома, ливень не прекращался, и нам пришлось уехать на такси. Доброе утро, ребята! У нас уже предпоследний день в Мар-дель-Плате. Мы пришли позавтракать в какую-то крутую кафешку. Вот. Здесь очень красивый интерьер, очень много зелени. Нас посадили где-то на отшибе, потому что мест практически нет. Главное архитектурное наследие Мар-дель-Платы – исторические особняки викторианской эпохи в старом центре города. Туда мы сегодня и отправимся. Мар-дель-Плата пережила значительный рост и трансформацию в конце 19-го – начале 20 века. Период, который часто ассоциируется с викторианской эпохой в британской истории. Эта эпоха была отмечена развитием роскошных заведений и процветающей культурной сценой, привлекавшей аргентинскую элиту. Дома в этом районе выглядят очень престижно. Ну а мы подходим к одной из достопримечательностей под названием Вилла Виктория Кампо – культурный центр. Так, ребята, мы с вами пришли в центр культуральный Виктория Акампо. В целом мы пришли чуть раньше, чем он открывается, примерно на час, поэтому ждать открытия мы не будем. Прогуляемся по внутреннему дворику и все.
Это летняя резиденция известной писательницы Виктория Кампо. Дом был привезен из Англии. Виктория превратила виллу в культурный салон, где принимала литературных деятелей. Сегодня вилла функционирует как культурный центр, продолжая проводить художественные и образовательные мероприятия. Так, ребята, привет! У нас вечер нашего последнего дня, можно так уже сказать. И мы пришли в мексиканский ресторан и взяли фахитос. Вот. Нам уже его принесли. Он выглядит обалденно. Вообще в отзывах нахваливали это блюдо, именно это. Как вы помните, Егор очень любит готовить фахитос дома. Но вот первый раз мы попробуем фахитос в ресторане. Есть ли здесь те, кому не нравится фахитос? Мне кажется, что нет. Такая раздельная подача, где ты сам выбираешь соус, овощи, мясо, делает из тебя маленького повара. Ты играешь со сочетаниями вкуса, и процесс становится поистине увлекательным. В отзывах, как я и сказала, это блюдо очень хвалили, и не напрасно. Я призываю вас прийти и попробовать фахитос здесь. Ужин на двоих нам обошелся в $36 вместе с пивом. А я хочу вам показать пирс, по которому мы шли в этом ролике. Даже издалека он выглядит очень длинным. Дорога из порта до маяка занимает 1 час. Ну а мы находимся в уютном парке Сан-Мартин, откуда будем делиться нашими впечатлениями о Мар-дель-Плате. Вот и подходит к концу наше путешествие в Мар-дель-Плату. Сегодня последний день нашего отпуска. Повезло с погодой, вчера был ливень, сегодня солнышко. Впечатление о городе. Очень приятно находиться в прибрежных городах на берегу моря. Сразу чувствуется свежесть воздуха. Мне очень понравилось, что тут много морепродуктов, что тут море. В целом город довольно большой, можно найти разную еду. Это тоже здорово. Оказалось, что тут очень много. Мы вчера разговорились с человеком, который работал в пивоварне. Он прекрасно говорил по-английски и рассказал нам, что здесь еще и столица пива, оказывается. По его мнению. Опять же, потому что хорошая вода. В общем, какие еще отличия от Буэнос-Айреса? Наверное, не так много суеты, свежесть воздуха. Из-за постоянных ветров, наверное, улицы лучше продуваются, и в целом воздух приятнее. Все равно иногда пахнет, мне кажется, это везде. Ну, я имею в виду собачьи какашки. Сразу говорю, что мы с этим вполне окей. То есть нет такого... В России тоже такое есть, в Черногории тоже местами пахнет. Это не минус, просто вот как факт. Что еще? Очень много зеленых зон и парков. Не таких больших, как в Буэнос-Айресе, они тут поменьше, но они тоже прикольные, приятные. Suburban area тут, пригородная территория, очень прикольная, где мы начинали наше путешествие. Очень тихо, умиротворенно, спокойно. Тоже восторг. В общем, и тот отдых нам понравился. Я думаю, мы обязательно вернемся и в Мар-дель-Плату. Съездим в Пинамар еще как-нибудь. В общем, Мар-дель-Плате ставим лайк. Мар-дель-Плата – прекрасный город с чистым морским воздухом, с бескрайним океаном. Такие виды вообще потрясающие. И классно, что мы находимся на пригорке, на холмике, и можем увидеть во всей красе пляжи и океан. Мне нравится в Мар-дель-Плате воздух, как я сказала, морской, он прекрасный, свежий, чистый, можно этим наслаждаться. Также мне нравится здесь маленькие малоэтажные домики, они такие миленькие, в которых находится, скорее всего, у каждого и бассейн, и огородик, и место, где можно сделать Паришу. Минус, наверное, во влажности, которая здесь есть. Влажность постоянная, и ветра, наверное, тоже постоянные. От этого ты не понимаешь, какая погода будет завтра. То есть мы готовились к дождям всю неделю, но дождь был всего лишь вчера, и то вечером. Ну, то есть это непредсказуемость Мар-дель-Платы. Может быть, в этом есть какой-то шарм. Ну и зона, конечно, Мар-дель-Плате мне понравилась больше там, где мы снимали. Там было и намного чище, и спокойнее, и умиротвореннее. Здесь все равно какие-то узкие улочки, и много машин, много людей. Мы увидели не всю Мар-дель-Плату, конечно, мы не увидели все районы, мы были в центре, где-то отходили немного от центра подальше, набережную. Вот то, что мы посмотрели, можно сказать, что Мар-дель-Плата действительно туристический, красивый прибрежный город. Хорошо, что здесь нет многоэтажных зданий, хотя они вдоль побережья есть.
и, наверное, это отели. Вот. Ну, и без этого никуда. Поэтому спасибо большое Мар-дель-Плате, но мы едем в Буэнос-Айрес. Мар-дель-Плата нас покорила своим океаном, подарила нам много новых эмоций и впечатлений. Надеемся, и вам понравился этот ролик, и вы уже поставили лайк и написали комментарий. А те, кто еще не подписан, подписывайтесь. Дальше интереснее. Увидимся в Буэнос-Айресе.